Привет, друзья! Сегодня мы затронем с вами такое базовое понятие в музыкальном мире, как нотный стан. Это универсальный язык для записи и передачи информации о композиции по аналогии с паттернами в трекерах. В привычном понимании нотный стан — это 5 горизонтальных линий, нотных линеек, на которых и между которыми располагаются ноты. Ознакомиться с нотной грамотой нам поможет прекрасная Таша. Таша имеет высшее музыкальное образование, является педагогом и участницей коллектива «Я не робот». Сделаем мы это на примере Mario Paint Composer для приставки Super Nintendo. Погнали! Привет, друзья! Давайте нарисуем нотный стан. И здесь бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Сейчас мы нарисовали два нотных стана для того, чтобы показать регистры, в которых пишутся ноты. У нас есть высокий регистр, он записывается в скрипичном ключе, и есть низкий регистр, он записывается в басовом ключе. Ноты скрипичного ключа мы начнем писать с ноты до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Также ноты басового ключа мы начнем с ноты до писать. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ноты в скрипичном ключе у нас записаны в первой октаве. Это будет первая октава. Ноты до, ре, ми, фа, соль, ля, си. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ноты басового ключа от ноты до ноты си — это у нас малая октава. То есть сказать, что октава — это повтор ноты на другой высоте. Теперь давайте перенесем наши ноты на клавиатуру. Вот у нас будет малая октава, вот у нас будет первая октава. Ноты малой октавы у нас будет до, ре, ми, фа, соль, ля, си. И мы переходим в первую октаву до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Здесь нота до уже будет второй октавы. Помимо белых клавиш на клавиатуре есть еще и черные клавиши. Они обозначают полутона. Это наши диезы и бемоли. Например, нота до может быть диезом. Мы обозначим этот диез таким образом. Или нота ре может быть бемолем. Мы обозначим бемоль вот таким образом. Если вы встретите такое обозначение около ноты, например, такое или вот такое, не пугайтесь. Это наши диезы и бемоли. Они нужны нам для того, чтобы работать в разных тональностях. Напишем нашу мелодию в скрипичном ключе. Рисуем скрипичный ключ. Нам понадобится нота ми. Раз нота ми. Два нота ми. Три нота ми. Еще разочек. То же самое. Следующее. Рисуем ноту соль, до, ре, ми. Мы нарисовали нашу мелодию, но никакой мелодии нет без ритма. У нас есть нотки закрашенные, как вы видите, и есть незакрашенные. Мы дорисуем к ним штильки. Ага. Это будет наш ритм. Поставим теперь размер. Что такое размер? Размер, например, у нас здесь будет размер 4 четверти. 4 четверти обозначает, что в такте у нас 4 доли. Мы поставим этот такт
И посчитаем. 4 доли. Раз, и два, и три, и четыре, и. Вы видите закрашенную нотку со штильком. Это у нас четверть. Она считается раз, и не закрашенная нота. Она считается у нас уже 2 счета. Раз, и 2, и. В нашем такте это будет 3, и 4, и. Продолжаем. Сказал бы научным языком, они бы все поняли. Смотри, как классно. Размеры музыки. Знак нотации, характеризующий число ритмических единиц в такте, нотируется обычно в виде дроби без черты в знаменателе, которой указывается длительность тактовой доли, а в числителе количество таких долей в доле. Для исполнителя тактовый размер служит визуальным идентификатором мира. Мы записали с вами сейчас мелодию в размере 4 четверти, используя четверти, половинки, а также целые ноты. Целая нота длится у нас целый такт. И она будет идти 4 счета. Раз, и, 2, и, 3, и, 4, и. Давайте перейдем к практике. Mario Paint. Что мы видим с вами на экране? У нас есть тут наш нотный стан, 5 линеечек, есть скрипичный ключ, есть вот такие вот значочки здесь сверху. Они у нас обозначают наши ноты или какие-то определенные сэмплы. Давайте понажимаем на каждый из них. Вот, например, Марио. Грибочек наша. Послушаем его. Вот такой вот скретч. Звездочка. Цветочек, который у нас играет на трубе. Трубный звук. Геймбой. У нас есть собачка, сэмпл собачки. Котика. Котик. Есть поросеночек. Гусь очень такой опасный. Есть такое личико. Что это у нас? Самолет. Есть... Это что такое? Не знаю, что это такое. Есть кораблик, есть машина, есть сердечко и вот такой вот гребешок. Еще у нас есть размер, есть 3 четверти, 4 четверти, есть play, stop, loop, репризу нашу. Реприза — знак повтора. Можем сделать несколько тактов и репризой обозначить, что эта мелодия у нас повторяется. Есть перемотка и очистка. Давайте запишем сейчас нашу мелодию. Мы выбрали размер 4 четверти. Эта мелодия у нас записана в размере 4 четверти. Раз, два — это обозначение наших тактов. В размере 4 четверти наша первая нота в нашей мелодии приходится как раз на вот эту желтую линию, на ноту ми. Давайте попробуем выбрать какой-нибудь звук из этого. Например, я хочу, вот пусть будет звездочка. Первые 3 ноты. Да, давайте их послушаем, как они звучат. Можно темп немножечко помедленнее сделать. Нажмем на play. Вот, замечательно. У нас еще Марио здесь выбегает. Это наш первый такт. Давайте перейдем ко второму. Второй такт. У нас повторяющиеся 3 звездочки. Идем дальше. Прописываем. Прописываем мелодию. Вот у нас получилось. Давайте послушаем эту мелодию. Замечательно. Узнали? Конечно же, узнали. Попробуем что-нибудь добавить к ней еще. Например, нашу замечательную бочку. Вот у нас бочка, бочка-грибочка. В виде грибочка. Бочка в виде грибочка. Хорошо, мы поставим ее на вторую и четвертую. Как видите, вот у нас здесь 1 доля, 2 доля, 3 доля, 4 доля в такте. 2 и 4 доля обозначаем бочечкой. И здесь то же самое прописываем. О, как красиво. И вот сюда тоже. Вон здесь. Вот.
Давайте послушаем. Ой, это очень мило. Звучит замечательно. Помимо нашего ритма мы можем еще добавить какие-то украшения к этой мелодии. Например, здесь, конечно, очень заманчивый гусь. Но мы, пожалуй, выберем вот это личико. Попробуем его просто куда-нибудь высоко. Высоко вот сюда. Просто как будто это у нас такой смешной эффект. Пусть нам будет весело. На последнюю долю, на 4-ю. Послушаем. Вот, замечательно. Таким образом, вы можете создавать свою аранжировку с помощью вот этих замечательных инструментов, типа грибочка. Можно добавить котика. Котик, посмотрите, какой замечательный котик. С очень волнистым хвостом. Можно выбирать разные инструменты, пока мы остановимся на этом. То есть вот, вы можете свою мелодию записать любым этим обозначением и добавить к ней ритм и какие-то эффекты. То есть вы создаете с помощью всех этих символов определенную аранжировку. Давайте попробуем еще темп сделать побыстрее, кстати. Мне кажется, что это будет интереснее звучать. Вот. Другое дело. Давайте добавим еще кораблик. Кораблик звучит у нас таким образом. Мы его будем использовать на 3-ю долю, например. Да? Ой, давайте на 2-ю и на 3-ю. Гулять так гулять. Посмотрим. 2-я, 3-я. Так. Здесь немножко на звездочку. И давайте послушаем. Вот такая веселая получается аранжировка. Mario Paint – это отличная программа для того, чтобы познакомиться с нотной грамотой и записать свои первые веселые аранжировки. Всем хорошей музыки, до новых встреч, пока!